Привет, любители профессионалы, матерые начинающие, конкуренты и заказчики. Сегодня у нас будет большой эксперимент холодной ковки, который я откладывал в долгий ящик на протяжении нескольких лет. Ну а если вы считаете, что... Эксперимент. Они, блядь, ставят. Эксперимент. Он нам и нахуй не нужен. Эксперимент. Ваш. То дружно беритесь за руки и смело идите лесом. Кстати, о ценах на металл. Стоимость металла в скором времени значительно подешевеет. Ролик практически с таким названием YouTube постоянно предлагал мне в рекомендациях. Естественно, я не выдержал, глянул. В общем, там один чувак на основании того, что цены на металлолом дешевеют, сделал вывод о том, что и цены на металл поползут вниз. Очень бы хотелось в это поверить, ну а пока, как говорится, будем посмотреть. А на данном этапе хочется хотя бы просто, чтобы они стабилизировались. Потому что последнее время уже не редкость. Пока делаешь заказ, глядишь, он и подорожал. Ну а пересчитывать как-то не камильфо перед заказчиком. Поэтому так и работаем. Итак, ребят, для тех, кто остался, суть эксперимента. Возьмем 3 пары одинаковых заготовок. Первая пара мне досталась вместе со станком профи в качестве образца. Вот ее мы будем красить краской Дали. Почему Дали? Да потому что это лучшее соотношение цена-качество среди грунт-эмали, которыми я пользовался. Вторая пара будет предварительно прогрунтована белорусской грунтовкой ГФ-021 производства города Лида, а потом сверху покрыта эмалью Белкор, на которой черным по белому написано «Наносить на загрунтованную поверхность». Ну а третью пару мы с вами согнем вместе и загрунтуем и покрасим по всем правилам. Потом, естественно, все 6 заготовок мы крепим на улице и смотрим, как они ведут себя под дождем, снегом и солнцем. Ну а продолжать следить за их состоянием мы будем, конечно, не день и не месяц, а гораздо больше, а именно столько, сколько будет жить этот канал. Первый промежуточный этап мы подведем в конце этого ролика, потому что внимательный зритель заметил, наверное, что я в теплой одежде, соответственно, начало ролика снималось ровно месяц назад. Так, еще забыл упомянуть, что первые 2 пары будут из холоднокатного металла, ну а третья пара у нас будет из профиля раскатного на горячую. А в качестве обезжиривателя у нас растворитель R4. В каждой паре образцов будет по одной валюте просто с замятой лапкой, а также с окончанием замятым внутрь. Так вот, именно с такими окончаниями у нас получается больше всего геморроя, потому что там труба норовит поржаветь гораздо быстрее. В принципе, в ролике «Как победить ржавчину» я уже рассказывал, как бороться с этой проблемой. Ну а теперь мы сделаем то же самое, единственное, что я буду показывать о том, как будет вести себя это дело в течение нескольких лет. Мой метод просто безобразия, в принципе, заключается в том, чтобы покрыть все эти скрытые полости методом простого окунания в готовую краску либо грунтовку. Казалось бы, секундное дело и 100% положительный результат, который трудно будет оспорить. Но почему-то этого никто не делает. А вообще, правильная покраска – это отдельная тема. Ну и статья расходов, на которой совсем не надо экономить. В общем, с прокатом и изготовлением наших заготовок закончили. Как видим, грунт у нас выдавило из всех мест и щелей. Поэтому плавно переходим к покраске. Но чтобы не возникало вопросов относительно эксперимента, допустим, даже по той же обезжирке, проводить мы ее будем практически полностью окуная заготовки в наш растворитель. Напомню, что это R4. Дальше протираем все тряпкой. В общем, никаких вопросов, я думаю, у нормального зрителя возникнуть не должно. А вот такое количество грязи, всего 6 заготовок, нам удалось намыть. Немного усложняем задачу и привариваем заготовки таким образом, чтобы все наши окончания смотрели вверх. То есть в воде было гораздо легче проникнуть внутрь трубы. После сварки еще раз обезжириваем эти места. Ну а на третьей паре также проходим еще и грунтовкой. Лишние подтеки подотрем. Ребят, всем понятно, что в экспериментах такого рода главное это честность. А также не забываем читать, а главное соблюдать тех условия к краскам. Обязательно разбавляем их теми растворителями или разбавителями, которые указаны в рекомендациях. И не забываем про количество слоев, а также промежутки между ними. Далее, как и положено, будем наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой 5 минут. Ну а чтобы не терять время, за эти 5 минут успеем загрунтовать наши 4 заготовки. Так, заливаем по технологии еще раз вторым слоем все Дали. Места сварки и прилеганий проливаю очень тщательно, практически до подтеков, хотя, честно говоря, Дали такая краска, что делать подтеки довольно проблематично, потому что у нас она не простая, а молотковая. Белорусскую эмаль наношу практически в один слой, ну, может быть, сказать, в 1,5, с небольшим просто перепылом.
Также тщательно прокрашиваю все места соединений стыков сварки. В принципе, можно сказать, что краска Дали получает у нас некоторую фору. Во-первых, одна из 4 заготовок, которая будет краситься белорусскими красками, сварена из 2 половинок, а все знают, что по шву металл гниет гораздо быстрее. Во-вторых, с белорусскими красками я отступаю от технологии, а именно наношу краску поверх грунтовки, не дожидаясь 24 часа и полного высыхания. Потому что в лидской грунтовке я уверен 100%. Все, первая стадия, самая сложная нашего эксперимента, закончена. Что, ребята, выставилась наша консоль целых 12 часов, я уже занялся другим проектом. Что хочу сказать, белорусская краска полностью засохла. Вот, видите, не остается никаких следов. В принципе, к ней никаких нареканий нету. К Дали тоже нареканий нет, но на отлип она уже сухая, а вот при сильном нажатии остается след. То есть я сильно увлекся и дал большой слой, то есть надо ей еще немного подсохнуть. Поэтому оставляем это все в гараже на ночь, а утром уже выносим все на свежий воздух. Утро следующего дня, вот так выглядит наша стойка при дневном свете. Есть у меня на участке небольшой уголок с эстакадой. Там мы и закрепим нашу стойку, где ей предстоит провести свои лучшие годы. А заодно вспомним сварку не в среде углекислого газа. И тут рука по неволе и по привычке ищет сварочную маску. Но на скорую руку и на прихватке можно обойтись и без нее. Так как вся наша конструкция висит в воздухе, поэтому подложу под нее доску, чтобы сымитировать землю. Таким образом, условия будут практически повторять низ калитки или ворот. Капли дождя будут отскакивать от нее как от земли, а снег наоборот. При большой толщине снежного покрова будет лежать и доставать как раз до наших наблюдаемых подопечных. Спустя 2 недели всего 1 дождь, видим, что все наши краски держатся молодцом, ничего не изменилось. Паучок здесь слил нам небольшую паутинку, никаких подтеков, сопливостей или каких-то поползновений со стороны ржавчины не наблюдаем. Что, ребят, по зарослям видим, что время прошло. Порядка 1 месяца. Ну, сейчас поближе мы и рассмотрим, что у нас получилось. В принципе, скажу честно, что Дали держится молотком. Небольшое отпотевание мы видим. Место примыкания. А также вот здесь немного. Совсем чуть-чуть. Так. Видимо, вот это место у него залито очень сильно, поэтому появление здесь ржавчины можно даже не ожидать. Что у нас? Грунт плюс эмаль. То же самое, небольшое отпотевание в местах прилегания. Эти места тоже держатся, ну, потому что еще пока что не было нормального дождя. Ну а покрашенный по всем принципам вряд ли будет отпотевать, хотя бы потому, что здесь полностью все закрыто. Ну, теперь, ребята, как водится, подытожим. Явных конкурентов в непростой борьбе с ржавчиной пока что у нас нет. С такой жарой можно делать еще один тест на прочность краски, потому что она начинает немного подтаивать. Я думаю, в дальнейшем, если не соберут идею, то сделаю эксперимент с гораздо большим количеством краски и парочки удачных вещей. Все, кто будет и не будет следить за экспериментом, ставим лайки, дизлайки, комментируем. Ну а на сегодня все. Всем удачи, здоровья, прорвемся. Да, еще, ребята, если кто-то не боится и хочет протестить свои краски, то присылайте, всегда поможем.